Привет всем! Удивительно, как некоторые люди, называющие себя фанатами, похоже, забывают, что на самом деле значит поддерживать кого-то. Чингук появился снова через некоторое время, выглядя так хорошо, таким полным энергии и с той теплой энергией, которую он всегда излучал. Но вместо того, чтобы радоваться видеть его счастливым, они начали делать нелепые комментарии о его носе, трудно понять, что они из этого вынесли. Разве в нем что-то изменилось? Потому что в глазах тех, кто действительно за ним следит, он все тот же Чингук, которым он всегда был, добрый, заботливый, с яркой улыбкой и тихим способом оставаться незамеченным. Многие забывают, что он пережил трудные времена, что ему нужен был перерыв, и что его возвращение было источником радости. Мы видели его снова и снова после его увольнения, смеющимся, говорящим, делящимся, показывающим, что с ним все в порядке. Его лицо может меняться со временем, как и у любого человека, но его сущность остается. Чингуку нечего доказывать, потому что его красота не только во внешности, она в том, как он относится к другим, о том, как он посвящает себя искусству, не теряя скромности. И пока одни зацикливаются на внешнем, другие видят по-настоящему важное, как он растет, учится и становится более искренним. Видя его улыбку, понимаешь, что это и есть истинная красота, красота неизмеримая, непоколебимая и незаменимая. Это то, что чувствуешь, когда общаешься с другим человеком, и Чингук всегда был таким. Вот почему так бесит видеть, как он становится жертвой нелепых теорий, не потому, что это затрагивает его, а потому, что это показывает, как мало некоторые люди понимают, что значит по-настоящему восхищаться кем-то. И вот тут-то и появляется Тэхён, ведь когда мы говорим о Тэхёне, мы говорим не просто о двух артистах, а о двух людях, которые являются товарищами, которые понимают друг друга без слов. Многие говорят бессмысленные вещи, просто чтобы принизить их, как будто привязанность или близость – это какая-то проблема. Но правда в том, что Тэхён и Чингук раз за разом доказывали, что они прежде всего люди, а не айдолы, и это делает их еще более достойными восхищения. Самое удивительное – это то, как им всегда удается оставаться приземленными, даже несмотря на то, что фандом порой может быть разногласным или чрезмерным, они остаются прежними, подлинными, уравновешенными, уверенными в себе и в том, что они представляют. У Тэкука всегда была особая связь, которая очевидна в каждом взгляде, в каждом общем жесте, и ее нельзя навязать или создать. Это то, что просто существует. Вчера, когда появился Чингук, многие почувствовали тепло, которое может излучать только он, невозможно было не улыбнуться ему, не заметить, как по-настоящему сияют его глаза. И пока одни искали недостатки или выдумывали истории, другие просто наслаждались этим, восхищались ими такими, какие они есть. Потому что в глубине души Чингук и Тэхён научили нас, что важна не их внешность, а то, как они живут, как они остаются собой, несмотря ни на что вокруг. Возможно, именно это больше всего беспокоит тех, кто этого не понимает, что, несмотря на критику, слухи или сравнения, они все еще сияют такими, какие они есть. Им не нужно быть идеальными, им просто нужно быть собой. Вот почему больно видеть, как некоторые люди продолжают пытаться определять, ограничивать или диктовать им, как себя вести. Чингук и Тэхён не принадлежат ни к какому фандому или кому-либо еще, они двое взрослых мужчин, со своими мечтами, со своими чувствами, которые заслуживают жить мирно, не испытывая чужих ожиданий. Чингук жив, спустя столько времени мы наконец-то снова видим нашего зайчика, самого обаятельного и пленительного амбассадора Calvin Klein. Кажется, что весь фандом ждал этого момента, сдерживая улыбки, мы так по нему скучали. Видеть его сейчас с этой прекрасной улыбкой и этим теплым голосом – все равно, что вдохнуть свежий воздух после долгого дня. Его смех, которого нам всегда не хватало, снова заполняет тишину так, как умеет только он. Вот он, с этим фирменным выражением лица, с этой смесью застенчивости и озорства, которая делает его уникальным. Чингук выглядит таким обаятельным, что невозможно не смотреть на него и не улыбаться, не осознавая этого, словно в каждом его движении есть какая-то особая искорка. Когда он начинает есть шоколадное печенье с именами, становится очевидно, как он радуется. Он говорит, что открывает по одному каждый день, но поскольку не может найти свое, все равно съедает.
И когда он это сказал, его реакция была настолько естественной, весь разговор словно растворился в воздухе. Было что-то в его манере говорить, что делало все вокруг ближе, ему не нужны были сложные слова, только его голос и то, как он просто наслаждался своим занятием. Когда он улыбнулся, сказав, что все равно съест торт, стало ясно, что это не просто передача, он словно делился с каждым частичкой своего дня. Его любопытство, его мимолетные эмоции, его спонтанность – все это делало каждую минуту особенной. А этот смех, как же мы по нему скучали. Услышать его снова было словно маленькой искрой, которая зажгла что-то внутри, большего и не требовалось, чтобы почувствовать себя частью чего-то. Именно это многие имеют в виду, называя Тыкука своей зоной комфорта. Это не просто восхищение, а спокойствие, которое приходит от встречи с ним, и все кажется проще. Видеть, как Чингук смеется, двигается и говорит с такой легкостью, было просто потрясающе, невозможно не улыбнуться. И этот общий смех, даже через экран, был чем-то целительным. После тяжелых дней, долгой рутины, это было словно небольшой перерыв для души. Чингук и Тэхён именно такие, настолько полные света, что невольно становятся неотъемлемой частью дня многих людей. Их присутствие приносит радость, которая сопровождает нас, ничего не прося. Они могут не осознавать этого, но для многих они словно маленькие дозы счастья, которые помогают нам продолжать идти вперед. Видеть их и слушать их, чувствовать привязанность, которую они излучают, это всегда оставляет в нас чувство благодарности. Спасибо им за то, что они продолжают делиться своим временем, за то, что всегда были рядом, за то, что наполняют столько сердец чем-то таким простым и настоящим. Потому что даже в самые тихие моменты Чингук и Тэхён умудряются напомнить нам, почему Тыкук для многих – это безопасное место, куда мы всегда возвращаемся к улыбке. Самое прекрасное в связи Тэхёна и Чингука – это не отдельный жест, а все моменты, которые накапливаются неосознанно. На первый взгляд, они кажутся случайными, но при ближайшем рассмотрении мы видим закономерность. Это не совпадение, у них есть способ двигаться, смотреть и реагировать, который повторяется снова и снова, как будто они научились уравновешивать друг друга без необходимости говорить. Это как невидимая рутина, состоящая из маленьких привычек, которые постепенно укореняются, пока не становятся ее частью. В этих отношениях есть что-то настолько естественное, когда они близки, все вокруг них кажется расслабленным. Нет никакого напряжения или дистанции, они подходят друг к другу с непринужденностью, которую невозможно навязать. Иногда одного взгляда или улыбки достаточно, чтобы понять, что они понимают друг друга, не говоря ни слова. В этом нет ничего искусственного, только подлинный комфорт, доверие, выстроенное со временем. И эта естественность – то, что поражает больше всего, не потому, что она необычна, а потому, что она кажется настоящей. У Чингука всегда был очень честный способ общения с другими, ему не нужно много говорить, его личность, его смех или то, как он слушает, передают нечто искреннее. Вот почему, когда некоторые пытаются превратить его в теорию или надуманную историю, это кажется несправедливым, не только потому, что это уводит его от того, кто он есть на самом деле, но и потому, что это умаляет простоту его самопрезентации. Им нужно восхищаться именно так, понимать, что в его необработанной, необъяснимой личности есть красота. И вот тут-то Тэхён легко вмешался, он тоже понимал их язык. Между ними царила гармония, которая была ощутима, даже когда они не делали ничего особенного. Иногда они молчали, но казалось, что они чем-то делятся, они касались друг друга плечами, смотрели друг другу в глаза или смеялись над вещами, понятными только им. Эти жесты повторялись снова и снова, не как действия, а как привычки, ставшие частью их образа жизни. Это текло так естественно, что было трудно не заметить. Многие могли бы подумать, что это просто мимолетный момент или фан-сервис, но при ближайшем рассмотрении все оказалось иначе. В том, как они относились друг к другу, в том, как они уважали друг друга, была искренность. Речь не о воображении, а о осознании того, что их объединяет тепло, которое невозможно подделать. В конечном счете, самое показательное – это не то, что они делают, когда на них направлена камера, а секунды между движениями, когда они смотрят друг на друга или ждут друг друга, не задумываясь.
Именно тогда понимаешь, что их связь не зависит от внешнего шума или слов окружающих, это то, что просто существует, и именно это делает ее такой близкой.